Приготовление шаурмы начинается с начинки. Сразу подготовлю те ингредиенты, которые должны настаиваться некоторое время. Первый из них – это морковь по-корейски. Беру одну большую морковку и при помощи специальной терки распускаю ее на не очень длинную соломку. Ножом бы я попросту замучился это делать. В результате должна выйти вот такая замечательная морковь. Повторю, делайте ее не очень длинной, не вижу в этом смысла. Главное – это свежая хрустящая морковка, желательно сладкая. Теперь морковь нужно заправить. На это количество моркови хватит половину чайной ложки соли и 1 чайной ложки сахара. В любом случае кидайте по вкусу. Затем морковку нужно хорошенько перемешать и вымять, не менее 3 минут. Добавляю острый красный перец, 1/4 часть чайной ложки и 3 ложечки кинзы. Снова перемешиваю. Кинзу можно добавлять в самом конце, но разницы я не увидел. Смесь уже очень пахнет, но теперь нужно заправить ее уксусом и оливковым маслом. Я беру чайную ложку уксусной кислоты и примерно 3 штуки масла. Морковка еще хрустящая, но после того, как она постоит, то станет мягенькой и приобретет к запаху еще и вкус. Перемешав морковь, оставлю ее набирать вкусовых свойств, а я в это время займусь нарезкой капусты. Капусту для шаурмы лучше всего использовать пекинскую. И не потому, что морковь по-корейски, а потому, что пекинка нежнее и не имеет особого белокочанного духана. Порезать ее можно не только ножом, но и шинковкой. Самое главное – это резать тоненько. После нарезания помещаю ее в отдельную тару. Капусту можно немного подсолить, но я этого делать не буду. Я стараюсь и так бросать соль только по необходимости. Нашинкованную пекинку нужно хорошо помять в таре руками. Приступаю к приготовлению соуса. Я его назвал секретный, но на самом деле никакого секрета тут нет. Просто несколько раз видел, как его искусно заменяет кетчунезом. Но я в шаурму кетчуп не кладу. Соус для шаурмы делается просто. На 8 больших шаверм подойдет пол-литра нежирной сметаны или несладкого йогурта. В него добавляю примерно 100 граммов майонеза. И натираю 3 больших зубчика чеснока. Если чеснок не любите, то потрите 1. Но обязательно потрите для запаха. Если переборщите, то шаурма станет немножечко горчить. Натерев чеснок на терке, я засыпаю его в сметанез. Повторяю, я люблю его, потому кидаю почти везде этот природный антибиотик. Но нужно во всем знать меру. Очень большое его количество может испортить блюдо. Теперь туда необходимо добавить специи. Обязательно всыпаю молотую паприку. Она придаст соусу цвет. Что касаемо вкуса, вы его практически не почувствуете. Подозреваю волну умников в комментариях. Типа красителя добавь и все такое. Так вот, паприка интереснее красителя, как минимум натуральностью. Ну и немного сушеной зелени, чабер, петрушка и базилик. С зеленью можете поэкспериментировать. Все это размешиваю до однородности. На последнем этапе приготовления соуса всыпаю немножко куркумы и копченой соли. Это и есть секрет моего соуса. Попробуйте его до и после и поймете, как он заиграл по-новому. Оставляю его настаиваться.
Раз уж морковка рейка, капуста пекинка, то и помидоры будут турецкими. Пару штучек будет достаточно, с помидорами никаких хитростей. Просто порезать их тонкими полукружочками. Помидорчики оставляю, чтобы они немножко избавились от лишнего сока, а в это время я займусь солеными огурчиками. Естественно, можно использовать и свежие, также и смесь свежих с консервированными, главное не кислыми и не квашеными. Огурчики нарезаю тонкими кружочками ножом или же по-быстрому нашинкую. Пока огурчики теряют в миске излишний рассол, я приступаю к такой важной составляющей, как мясо. Мясо для шаурмы подходит куриное. Желательно, если это будет филе или грудка. Но можно и обрезать бедро. Старайтесь, чтобы в мясе не было хрящей и костей. Думаю, можно использовать мясо и других домашних птиц. Для мяса нужен сухой маринад в виде соли и черного молотого перца. Посыпаю немножко и хорошо обваливаю со всех сторон. Если в соус не кинуть чеснок, то его можно добавить вот на этом этапе. Мясо маринуется не очень долго. Достаточно 20-30 минут, то есть пока перегорят дрова на гриле. Нужно дождаться, чтобы сильный жар с углей ушел, и они немножко посидели. Прожарить нужно хорошо и без пригораний. Оно должно приобрести коричневый цвет сверху и пахнуть жареным. Теперь нужно мяско нарезать тоненькой соломкой. По-хорошему, его насаживают слоями на спицу и стругают острым ножом. Но мне ни к чему эти понты. Поэтому я просто тонко порежу его соломкой. В шаурме все режется таким образом, чтобы она не разваливалась и не падала на землю, пачкая попутно одежду. Это же в основном уличный фастфуд. Процесс сборки компонентов очень интересный и быстрый. Не знаю, почему некоторые шаурмянщики не могут выдать одну шаверму по полчаса. Я за 15 минут накрутил их с легкостью 8 штук. Не то чтобы я спешил даже, но сам факт. Основа шаурмы – это лаваш. Я беру тонкий армянский. Он очень эластичный и мягкий. В центре его я помещаю соус и немножко размазываю поперек. На него выкладываю мясо и растягиваю вдоль будущей шаурмы. Очень много начинки не наваливаю, чтобы она нормально замоталась. Сверху накрываю хорошим пучком пекинской капусты. Постояв в миске, она обмякла и уже не так хрустит. Далее положу морковку, помидорчик и огурчик. Все это смазываю снова небольшим количеством соуса и заматываю конвертом. Способов замотки много. Но этот самый ходовой и надежный. Ничего не разваливается и не будет вытекать. Шаурму после процесса замотки нужно с обеих сторон немножко присушить на гриле. Совсем чуточку, до хруста лаваша. Но чтобы он не поменял цвет.
Таким образом, она не будет разматываться, ну и станет приятнее на вкус. Вот подумал как раз, шаурма – это ближневосточное блюдо в основном. На нем используется морковь по-корейски, пекинская капуста, зелень, входящая в состав итальянских трав, турецкий помидор, голландский огурец и армянский лаваш. А приготовил это все украинец. Вот почему она распространенная уличная еда по всему миру, от Европы до Азии. Приятного аппетита! Запивайте ее обязательно апельсиновым соком или колой. Ну и если понравился выпуск, не жалейте лайков, комментариев. Этим вы очень помогаете развитию канала. А YouTube подписка на меня позволит мне создавать больше хорошего и качественного контента. До скорой встречи, друзья!